Добрый день, мои любимые. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Вы мои леди, я вас так называю. А Таро тот инструмент, от которого мы получаем информацию. Можем делать коррекцию, да, раскладов, ситуации, обращаясь к высшим силам. Потому канал называется Таро и Леди. Да, все через меня для наших любимых леди. Итак, спасибо вам, кстати, за подписки, за лайки. Очень приятно. За комментарии. Очень важна обратная связь. Давайте сегодня сделаем расклад для тех, у кого есть бывшие отношения, и у кого этот бывший проявился в ближайшее время. Остальные могут посмотреть, ничего случайного не бывает, перейти на мой канал, найти другие расклады. А сейчас делаем для тех леди, у которых бывший замаячил где-то там, для чего, с чего вдруг. Давайте посмотрим ситуацию. Что у вас с этим бывшим? Так. Как-то за чем-то вы связаны с этим бывшим. Что-то вот какой-то прочный якорь у вас есть. Это может быть все что угодно. Общие знакомые, общие дети, общая недвижимость, общие еще какие-то неразрешенные ситуации. Что-то, что вас еще объединяет. Возможно, даже чувство. Да, якорь выпал. Что там с бывшим? Ну, выпадает карта соперницы. Это говорит о том, что уже, в принципе, у него, точнее, у вас появилась соперница. Да? То есть у него появилась уже другая женщина. Ну или вот-вот появится. Может, вы даже о ней не знаете, а может и знаете прекрасно. Но вот тут он очень интересуется вашей жизнью. Вот прям вот подсматривает везде. Вот прям и в замочную скважину. Ну, это буквально. То есть он может за вами подсматривать в социальных сетях, узнавать через знакомых. То есть он вот очень сильно следит за вами. Такой бывший. Не дает ему вы покоя. Борется он с чем-то. Это может говорить о буквальной борьбе. Вы поймите, расклад общий, да, о буквальной борьбе с вами за что-то, да, вот тут показывали якорь, да. Это может быть за общее имущество, за детей, за что-то, что он хочет у вас забрать. Просто борьба, чтобы сделать вам плохо. Гипотетически это даже может быть борьба за то, чтобы вас вернуть. Но у вас уже тоже появился кто-то другой. То есть, или он думает, что появился другой. То есть есть и соперница, и соперник в этих отношениях. Давайте разбираться теперь, к чему же это он проявился, что там ему не спится.
Желание у него к вам есть. Ну вот, видимо, вы его зацепили чем-то, что-то он от вас очень хочет. Это может быть и секс, и помощь какая-то, и вообще, ну вот желание, ну не может он спать. Хочется ему с вами что-то или повыяснять, или просто услышать ваш голос, или увидеть ваш. Ну вот так вот не может он себя контролировать. Желание у него к вам. Работа. Карта работы. Ну, может, конечно, вас работа связывает как-то. Или помочь он вам хочет. Или работает над тем, чтобы с вами возобновить отношения при всем этом. То есть как-то он так... Не только желание, но он и работает над этим. Карта рыбы. Золотая рыбка. Вы для него были золотая рыбка, он это осознает. Вот вы были для него женщина, которая исполняла все его желания, соответствовала всем его стандартам. И теперь он четко понимает, что он потерял вас. Вот уплыла его золотая рыбка. И потому он и проявляется, хочет еще каких-то желаний, чтобы ему исполнили. Или хотя бы вспомнить, увидеть вас. Силу пытается свою проявить. Хочет показать себя сильным, уверенным. То есть одно еще из желаний показать, насколько я справился без вас. Я сильный, я тебе могу даже помочь. Или могу тебе там проявить свою силу. Это может быть даже угроза, да. То есть... Хотя вы для него золотая рыбка. Золотая рыбка его, все желания. А теперь приходится работать. Работать. Пахать. Да, пахать в плену. Да, теперь он зависит от каких-то ситуаций. Ведь раньше он был независимый. Все вы для него делали. А теперь вот как-то так вот, видите, все его везде вот ограничили. Что-то какая-то такая полоса у него не очень. Видимо, об этом хочет вам и рассказать, хотя может рассказывать обратное, что у него там все по силе, все хорошо, он медведь. На самом деле, ну вот в клеточке он, да, и не в той, которой хотел. Хотел быть с вами, а не пускает, а нет уже возможности. Потому что и у вас новый. А вот его заставляет работать, не жалеет, как вас. Его новое. Жадность. Жалеет он о том, что с вами расстался. И жадничает что-то. Ну, не хочет он, чтобы вам было хорошо без него. Это может быть и жадничать, и буквально, да, не давать деньги там на тех же детей. Или пытаться что-то забрать у вас. То, что он считает принадлежит вам, ему. Но жалеет он, жалеет. Вот было все желания, которые были, все. А вы как феникс воскресли. Видите, возродились. Вот как птица феникс, да, вот топтал, разрушал, издевался. А он не ожидал, что вы воскреснете.
Да, вот, вот жадность у него теперь. Потому что он думал, что вы будете разбиты, смяты, да. Может, это у вас в душе и есть, да, но вы ему не показываете, и он не видит этого. Да, как бы в душе не болело, как бы не было, вы перешли, перешагнули, воскресли. Вы снова совершенство. Да, золотую рыбку потерял. Пускай теперь кусает локти. Вот так он вас видит, что вы воскресли, он совсем не этого ожидал. Совсем не этого. Он думал, что этот водоворот, который он закрутил, что он и будет продолжаться. Да, что вот неприятности, что вы не сможете контролировать ситуацию, что вас будет нести. А вы воскресли. Может, еще не до конца, может, еще сложно, больно, но вы воскреснете. Уже люди видят, он понимает, что вы без него. У вас все хорошо. Если даже этого мужчины еще нет, то он вот-вот появится. Угу. Он проявлялся, он хотел душу вам исцелить. Он хотел, видите как, вот он, как медведь, да, показать, что он вот может вас защитить, да, что он там что-то для вас еще до сих пор значимый, как-то может влиять на вашу жизнь, что он на самом деле хороший, да, на вас там положительно влияет. Вот если бы не он, то вот в прошлой жизни, ну не в прошлой жизни, до него он вот все для вас сделал. До расставания у вас было все, а сейчас вот просто нету. Вот он ваш, вот он то, что вам необходимо. Это он хотел показать. Силу свою и то, что он очень много для вас делал. Вот так ему хотелось. А на самом деле какие-то неприятности вам хотел или принес. Далее рассказать про неприятности, которые будут. Или рассказать про неприятности. То есть очень неприятности. Давайте еще 2 карты. И возьмем Таро. И посмотрим, к чему это на Таро. И что с этим можно сделать. То это оракул. Так, еще 2 карты мне покажи важное с того, почему он проявился. Карты Таро. Ну, здесь говорит, что это как-то связано с картами Таро. Может, вы какой-то мой расклад смотрели, и он на него так подействовал. Возможно, чей-то другой. То есть как-то это связано с гаданием. Возможно, буквально он гадает, что ему дальше делать, потому решил пощупать ситуацию, какая у вас сейчас. Потому что, ну, явно вот та, которая у него есть, мягко говоря, ему не то, что было с вами. То есть ну, смотрите, он вас как-то хотел разбудить. Вот буквально карта сон падает. То есть вы находились в состоянии покоя, а ему вот захотелось, да, вот захотелось ворваться, напомнить о себе. Так, давайте с этим мы разобрались. Давайте возьмем Таро и посмотрим, что еще Таро нам расскажет. Почему же это он, бывший, вдруг
появился и к чему это. Да, с колодой Таро мы можем работать, мы можем убрать негатив, если он покажет нам расклад. Так, к чему проявился бывший? Семерка мечей. Ну вот как-то он видит это, как будто он защищается от вас. То есть вот это появление было его нападение, ну, защита нападения. Ну что ж такое? Давайте смотреть. Ну, девятка кубков нам говорит о том, что у него, возможно, очень много эмоций по отношению к вам, и, возможно, там быть все, как расклад общий, виды эмоций от положительных, влюбленности, желания видеть, то, что и показывал расклад оракула, до каких-то предложений, как он видит эту ситуацию. Может быть очень прямое значение, просто немного человек выпил и вспомнил о вас. Взвешивает он, видите, до сих пор. Взвешивает, оказывает ли вам материальную помощь, если у вас есть общие дети. Почему взвешивает? Дети есть хотят. Взвешивает, что еще возможно взять из этих отношений. Взвешивает, может быть, даже вернуться в эти отношения. Он не принял окончательно еще до сих пор, хоть он у вас и бывший, он еще не принял по поводу вас. У вас есть какие-то общие, что-то вас объединяет, что он еще не решил окончательно. Может, об этом и сообщал. Ну, это как-то связано с деньгами. Вопрос финансовый или, материальный вопрос. Может, не буквально деньги, может быть, общее, не знаю, имущество, дети, общая кошка, общие друзья. Он вспоминает, он постоянно вспоминает, как ему было хорошо с вами. И, кстати, мы говорили про кошку. Буквально домашний питомец, дети. Он вспоминает, он не может забыть. Он понимает, что он потерял. Он защищает свое пространство. Он не готов вас спускать в свою жизнь. Не готов. Четко ставит границы с собой. Хотя никогда вас не забудет. Никогда. Для него женщина стабильность, да. Вот с вами было и деньги, и счастье, и все было. Да, вот так он вас видел. Вот. И потерял. Потому и появляется. Есть какие-то перспективы этих отношений? И нужны ли они?
Ну, смотрите, эта карта говорит, что он настолько или подвержен чему-то вниманию, чьему-то влиянию, или жизненная ситуация настолько его сложная, или его новая женщина, или друзья, или он сам себя так ставит. Он делает все, чтобы невозможно было вернуть эти отношения. Это может быть на уровне самоистязания, да. То есть пускай мне будет больно, пускай мне все будут причинять боль, но я не хочу вернуться в эти отношения. Такой ответ карт. Еще одну карту вытягиваем. И денег у него мало для этого. Вот буквально. Пару там монет. Не может он предложить вам то, чего вы заслуживаете. Хорошо, что-то негативное он сделал этим своим появлением. Какую-то негативную программу запустил. Украсть он что-то хочет. Какая-то ложь или неправда, или воровство буквально. Вот мы и докопались. Возможно, это даже связано с деньгами. Плюс еще и отрицательные эмоции какие-то вызвать у вас. Так, давайте спросим совет карт. Что нужно сделать, чтобы это пройти минимально, и приступим к коррекции. Как нужно реагировать на этот звонок, чтобы звонок, визит, проявление бывшего, чтобы все было хорошо. По умеренности. Буквально карта говорит, не реагируйте, да, все будет хорошо. Возможно, потому что мы сейчас коррекцию этого сделаем, все будет хорошо. Возможно, вы настолько сильны, что вам и не надо моя помощь. Так, смотрим. Естественно, так, почему? Давайте уберем его, вот эта защита нападения. Эмоции, которые он вам, пускай мучается, пускай взвешивает, пускай вспоминает, пускай помнит, пускай все помнит. Давайте уберем преграды. Почему он должен строить преграды? Когда захотим, тогда ему позвоним, как захотим, так и будем ему управлять. Не получится у него преграды строить. Да, вот потому что вы такая женщина. За прошлое нужно оплатить, за счастливое прошлое, да. Вот больно ему. Бывает больно, да. Давайте, чтобы он не шел к вам с маленькими деньгами, шел с большими. Дети могут быть, алименты там. Никакого воровства, убираем это, да. Пускай размышляет, пускай зарабатывает деньги. И все у вас, чтобы вы мирно на него реагировали, не вызывало у вас ни отрицательных эмоций, ни суперположительных, все по умеренности. Так, вот такой расклад вышел после коррекции. И давайте теперь поработаем, чтобы убрать вот эти вот негативные моменты. Так, смотрим на них. Вы можете выбрать любые карты. Да. Убираем его вот это полузащиту, полунападение. Убираем, что он ставит преграды между собой. То, что он не хочет давать вам много денег, да, или как-то решить финансовый вопрос, если он есть между вами. Тем более вот тут карта олененка, да, это, возможно, мало дает денег на детей, да. И его вот желание скрывать, воровать, не знаю, ложь какая-то. Естественно, это все уберем. Так, девочки, сосредоточились, вспоминаем ваш род. Он весь желает вам счастья. Высшие силы, к которым мы обычно обращаемся. Может, у кого-то ангелы-хранители. Итак,
Сейчас я ищу карту Верховного Суда и карту мира, чтобы убрать препятствия, негатив, который показал нам расклад про бывшего. Карта мир. Карта Верховный суд. Давайте не плакать, а поработаем, и все у нас наладится. Так. Так, я сейчас сосредоточусь, вспомню расклад, вспомню негатив, и мы начинаем работать. Тут куда темнее, вы тоже сосредоточьтесь, помните все. Можете субтитры включить, чтобы повторять за мной. Можете переслушивать потом. Так, начинаем. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новые пути. Да будет так, принимаю во благо. В комментариях пишем «да будет так», «во благо». Пишем «спасибо, да будет так». Сейчас проверим, получилось ли у нас убрать те препятствия, которые показал расклад карт Таро. Если что, повторим. Страшно вам почему-то из-за его разговоров? Страх он на вас нагоняет. Надо карту страха убирать. Так, девочки, повторяем. Страх у вас остается от общения с ним. От ситуации, которая после этого будет. Страх остался. Что он вас так допек? Так, девочки, еще раз сосредоточились. Я могу только 2 раза делать коррекцию. Если не получится, 3-й раз я не делаю. Потому, пожалуйста, максимально давайте уберем страх ваш. Зачем вам страх от него? Видите, как сложно у кого-то. Возможно, у кого-то из 1-го раза вы это почувствуете, получилось. А у кого есть еще страх от его разговоров, продолжаем работать. Так. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Прошу убрать все препятствия, страх, который показал расклад карт Таро. Прошу, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Просим помощи убрать страх, который несет этот мужчина.
из прошлого. Просим у сил рода, у высших сил, у ангелов-хранителей. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да, будет так. Проверяем. Удалось ли у нас убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро, те неприятности, которые принес бывший. Ну, двойка жезлов нам говорит, что как бы так удалось убрать 50% или у 50% смотрящих. Он все-таки у некоторых очень враждебно настроен на вас. Как-то так. Все равно в комментариях пишем во благо, да будет так. Для тех, у кого эта проблема есть, можно пересматривать этот участок видео. Да, пока не почувствуете, что стало легче. Обычно вообще корректировка действует где-то, у кого-то может моментально, ну до 3 месяцев ее действия. С вами была Луна. Мои карты Таро для моих леди работали. Лайкайте, подписывайтесь, если вам интересно. Пишите в комментариях, какая у вас ситуация, чтобы, если можете описать ситуацию подробно, я отвечу, как помочь. Во благо, да будет так.